15 июля в военной академии имени Вазгена Саргсяна Министерство обороны Армении было объявлено о начале совместных армяно-американских учений Eagle Partner 2024. На торжественной церемонии открытия учений присутствовали министр обороны Армении Сурен Папикян, чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Кристина Куин и другие. Прозвучали государственные гимны Армении и США, гимн учений Eagle Partner. С приветственным словом к военнослужащим, участвовавшим в учениях, обратились министр обороны Армении Сурен Папикян и посол США Кристина Куин. Министр обороны Армении Сурен Папикян в своем выступлении, в частности, отметил: «Высоко оцениваю работу военнослужащих сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса, которая уже более 2 десятилетий является партнером Армении, военнослужащих миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, представителей посольства США и сотрудников Министерства обороны Армении, участвовавших в процессе эффективного планирования учений. Я высоко оцениваю это сотрудничество, направленное на повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций». Церемония открытия завершилась торжественным маршем. Напомним, что в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях 15-24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024. В учениях задействованы военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса. Учения предполагают действия по стабилизации между конфликтующими сторонами в ходе выполнения миротворческих задач. Цель учений – это повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения. В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях и тренировках в странах-партнерах. Несколько интересных фактов о армяно-западных отношениях. Первое. Запад больше заинтересован в транспортировке туркменского газа через Азербайджан и Армению в Турцию, чем из Ирана в Армению и Грузию к Черному морю, поскольку первый проект выйдет намного дешевле. Это от 5 до 6 миллиардов долларов против примерно 16 миллиардов долларов. Для Армении газопровод с юга на север более выгоден, чем с востока на запад, поскольку охватывает больше территории страны, а значит, доходы от транзита будут больше. Но и труба с Каспия тоже принесет немалые деньги. Второе. В 2007 году Роберт Кочарян по требованию «Газпрома» перечеркнул проект транспортировки газа из Ирана в Грузию, который мог сделать Армению транзитной страной, создать альтернативу российскому газу и принести немалые доходы в бюджет. Третье. Иранский газ нужен Армении и сегодня, именно в виде газа, а не электроэнергии, в которую он перерабатывается, поскольку нельзя исключать прекращение России подачи газа в качестве меры давления на Армению. Четвертое. Эрдоган ранее поддерживал претензии Алиева на экстерриториальный Зангезурский коридор через Армению, но сейчас Баку дал западным партнерам обещание не выдвигать это требование и согласился на создание транспортно-логистического коридора при соблюдении суверенитета Армении и при участии международных логистических компаний в качестве операторов проекта. Эрдоган знает, что Баку отказался от этой претензии и считает, что условия для подписания мира уже созрели. Кроме того, Эрдоган не поддерживает требования Алиева об изменении Конституции Армении, поскольку оно носит искусственный характер и тормозит подписание мирного договора, который, в свою очередь, гарантирует реализацию проекта транзита туркменского газа в Европу. Пятое. Число сторонников вступления Армении в Европейский Союз намного выше, чем показывают опросы. Даже в селах Сюнника увидели поддержку ЕС,
и выступают за европейскую интеграцию. Об этих настроениях знает и Пашинян, поэтому он и начал диалог с ЕС. Точкой отсчета можно считать его выступление в Европарламенте в октябре 2023 года. Баба Гагаш против. Безопасность Ирана основана на обиженных массах, и он умеет структурировать и включать их в ось сопротивления, делая их своими прокси. Но это тактика. А стратегии там нет. В государственном временном горизонте. Тактика без стратегии – это суета перед поражением. Что имеется в виду, когда Иран говорит о том, что он против любых геополитических изменений в регионе? Это код для следующего. От Ирана геополитические изменения никак не зависят. Более того, вся система безопасности зависит от того, что эти изменения происходят. Больше изменений, больше обиженных, больше располагаемый ресурс. Меньше изменений, меньше нового ресурса, расходы на поддержание ресурса впустую. Он будет тактически помогать обиженным, пока хватит ресурса. Ресурс, надо сказать, не бесконечный. Очень много уходит на ось сопротивления, а также на свои чемоданы без ручки в Сирии и Ираке. Спешное назначение азербайджанца президентом похоже на назначение Лаза президентом Турции. Для элит, которые и так во многом азербайджанские, ничего не значит, но потенциально обиженным массам это сигнал. За этим стоит расчет на развитие событий, в котором обижены могут быть конкретные национальные группы. ЦРУ не поверила версии правительства Эрдогана о попытке государственного переворота 2016 года. Два инсайдерских источника из ЦРУ поставили под сомнение версию турецкого правительства о попытке государственного переворота в 2016 году, которая, по мнению многих, была спецоперацией, направленной на укрепление власти президента Реджепа Таyyипа Эрдогана. В своей книге «Никогда не уступай ни дюйма», выпущенной в прошлом году, Майк Помпео, который занимал пост директора ЦРУ и госсекретаря в администрации Трампа, назвал событие 15 июля 2016 года предполагаемым переворотом, что ставит под сомнение точность изложения правительства Эрдогана. У Турции есть все основания для прочного сближения с Западом, а также население, которое приветствует это и извлекает из этого выгоду. Однако после предполагаемого переворота в 2016 году президент Эрдоган стал полностью исламистско-авторитарным. Я провел бесчисленное количество часов с ним, его советником по национальной безопасности Ибрагимом Калином и главой разведки Хаканом Фиданом. Когда я впервые посетил Турцию в качестве директора ЦРУ в 2017 году, мне показали длинную видеозапись событий переворота, очевидно подготовленную правительством Эрдогана в качестве пропагандистского материала, чтобы убедить иностранных гостей в своей правоте относительно событий 15 июля, написал Помпео в своей книге. По скриптум. От себя еще добавлю, что большую причастность к этому госперевороту имел и Путин. Когда турецкие военные хотели атаковать тот отель на острове, в котором находился сам Эрдоган, в тот момент именно российские спецслужбы дали сигнал Эрдогану, что на него будет покушение. В тот момент, когда Эрдоган уходит из этого отеля, спустя 20 минут турецкие истребители наносят ракетные удары на этот отель. Но Эрдогана уже там не было. Это вам на размышление. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.